1994 году в городе Далян в Китае родилась девочка, которую родители назвали Шао Тун. Ее отец был сотрудником службы безопасности пищевых продуктов, а мать – домохозяйкой. Шао росла очень популярной девушкой. Она была очень общительной и стремилась иметь много друзей. А еще она росла примерной ученицей, получавшей лучшие оценки в классе. Ее родители всегда думали о том, что их дочь должна учиться в одном из лучших университетов. Именно поэтому с самого раннего детства Шао они создали фонд для обучения дочери в университете, в который откладывали деньги. К 2011 году, когда Шао пора было приступать к выбору вуза, ее родители накопили уже $100 тысяч. Она приняла решение, что будет учиться в США. Шао мечтала стать биологом, но ей также очень нравилась химия. В итоге она решила изучать химическую инженерию в университете Айовы. Ее отец был очень горд тем, что в то время очень немногие женщины занимались этой профессией, а у Шао были оценки и рекомендательные письма, необходимые для поступления на эту специальность. Когда девушка решила поехать учиться в Айову, у нее в Китае был парень по имени Ли Сянань, который также планировал поехать учиться в США, но он выбрал другое направление – Нью-Йорк, а именно Рочестерский университет. Они оба сдали языковой тест и блестяще его прошли, и у обоих были очень хорошие академические показатели. Когда Ли узнал, что Шао собирается подать заявку на поступление в университет Айовы, он, уже будучи принятым в университет Нью-Йорка, попросил перевести его в другой университет в Айове. Конечно, это не совсем то, куда собиралась поступать Шао, поскольку она поступила в университет штата Айова, а он попросил перевести его в университет Айова-Сити. Но это было гораздо ближе, чем если бы он жил в Нью-Йорке. В итоге он был принят в этот новый университет на факультет экономики. В 2012 году они вместе отправились на учебу. Родители Шао не одобряли эти отношения. В основном потому, что, по их мнению, характер Ли не соответствовал характеру их дочери. По словам матери Шао, ее дочь была очень популярной девушкой, и кроме того у нее было много ухажеров. И когда она стала девушкой Ли, ей это показалось очень странным, так как он не обладал многими чертами, которые, как она знала, Шао искала в мужчине. Но было в нем что-то такое, что девушке нравилось. Ее родители предполагали, что, возможно, дело в загадочной личности Ли, так как считали его очень тихим человеком, который мало говорил и не выражал свои чувства на людях. Как бы то ни было, они оба приехали в США с расчетом на то, что по окончании учебы поженятся и начнут новую жизнь в этой стране. Шао и Ли начали учиться в обычном режиме, а также активно взаимодействовать с другими людьми, поскольку, будучи новичками, они должны были познакомиться со множеством новых людей и завести друзей. Шао была очень общительной, поэтому она решила присоединиться к группе китайских студентов, которые жили в кампусе. Эта группа состояла из людей разного возраста и обучающихся на разных специальностях. Шао неоднократно приглашала Ли провести некоторое время с этими ребятами. Они ходили в кино, смотрели фильмы у кого-то из них дома и ходили обедать. Девушка пыталась приобщить Ли к жизни, чтобы он тоже почувствовал, что он часть группы и что у него есть друзья в США. Но он, похоже, не смог сдружиться с этими людьми. По словам друзей девушки, для них Ли был очень странным человеком. И хотя Ли и Шао были парой, казалось, что он ее преследует. Парень всегда хотел знать, где она находится, сопровождал ее повсюду и даже хотел спать каждую ночь в ее доме. Хотя многим это могло показаться признаком того, что он ее очень любит и хочет быть с ней всегда рядом, друзьям Шао, внимательно наблюдавшим за ним, казалось, что Ли контролирует девушку 24 часа в сутки. Кроме того, им было не по себе от присутствия Ли, как и соседям девушки по дому, которые тоже были китайскими студентами. Для них пребывание Ли в течение стольких ночей было не очень комфортным из-за его характера, и это их не устраивало. Кроме того, он назвал адрес дома, где жила Шао со своими товарищами, своим собственным. В их почтовый ящик приходили его штрафы за нарушение правил дорожного движения, письма из университета, квитанции и вся юридическая переписка Ли, и это казалось им несколько странным. Но как бы то ни было, отношения продолжались в течение следующих 2 лет. В университете у них все было хорошо, планы шли так, как они хотели.
Ли и Шао собирались закончить университет в запланированное время, так как не отстали ни по одному предмету. В целом все шло гладко, потому что они оба были очень умными людьми. После этого, как я уже говорил, у них были планы пожениться, или по крайней мере они договорились пожениться, когда уезжали из Китая. Так что отношения продолжались в обычном режиме. К 2014 году Ли и Шао нашли способ быть вместе так, чтобы соседи и друзья девушки не расстраивались. Поскольку в доме Шао Ли был не очень-то желанным гостем, а переезжать она не хотела, так как доверяла людям, и там была арендная плата, которую она могла себе позволить, в выходные дни они отправлялись в гостиницу на окраине Айова-Сити. Они делали это регулярно, и 5 сентября 2014 года не стало исключением. Шао сказала своим друзьям, что проведет с Ли в этом отеле с 5 по 7 число. Она взяла чемодан, который был у нее дома, собрала в него одежду, личные вещи и уехала с Ли. Они оба пользовались автомобилем, который Шао купила в прошлом году на деньги, заработанные во время летней стажировки. На этом автомобиле они ездили повсюду, так как Ли не мог купить себе машину, а также не очень любил водить, поскольку в США у него накопилось несколько штрафов за нарушение правил дорожного движения. Поэтому они уехали на автомобиле девушки. Это был последний раз, когда друзья и соседи Шао видели ее. По словам администратора гостиницы, и насколько можно судить по операциям с кредитных карт, они приехали в эту гостиницу вечером 5 числа. Оттуда они выехали 7 сентября. По словам администратора, он видел Шао вечером 6 числа. Это последний раз, когда известно, что кто-то действительно видел девушку. После того, как пара заселилась в гостиницу и находилась там, Шао общалась со своими друзьями. Но в этом общении происходили странные вещи. Во-первых, Шао любила звонить по телефону и в основном по видеосвязи. Но в те дни она отправляла только текстовые сообщения. Еще одна странность. Она отправляла сообщения не со своего телефона, а с телефона Ли, так как ее телефон якобы сломался. Но потому как Шао писала, друзья решили, что возможно сообщение писала не она, а Ли. Кроме того, в те дни девушке необходимо было поговорить с отцом, так как в оптике ей сделали новые очки, и отец хотел спросить, подошли ли они ей, как сидят и так далее. Шао ответила ему только текстовым сообщением. Он попросил ее сделать видеозвонок, но она отказалась, сказав, что слишком занята. Позже мужчина сказал, что это было очень странное поведение, потому что Шао всегда пыталась поговорить со своей семьей и всегда старалась сделать это по видеосвязи. Ее отец на мгновение засомневался, но подумал, что может быть у нее много дел, или у нее есть какая-то работа или что-то еще. Поэтому он решил не придавать этому значения. Известно, что пара покинула гостиницу 7 сентября. Но известно это потому, что машины, по словам администратора, на парковке уже не было. Администратор не видел, как пара уезжала. Они просто все убрали, вышли из номера и оставили ключи в ящике на ресепшене, так как уезжали очень рано 7 сентября. Такое поведение с их стороны было очень странным. Гостиница была небольшой. В ней находились только администратор и еще несколько сотрудников. И они сказали, что всегда, когда Ли и Шао останавливались у них, они уезжали в последний день вечером, прощались со всеми и выглядели достаточно милой парой. Но в то утро 7 сентября что-то изменилось. Когда администратор пришел на смену около 9 часов утра, он обнаружил ключи в ящике у стойки регистрации и, кроме того, больше не видел автомобиль пары. Поэтому он предположил, что они уехали рано утром. После того, как они якобы покинули гостиницу, Шао написала сообщение своей лучшей подруге. Она сказала ей, что Ли должен вернуться в Китай, так как у его семьи возникли проблемы. Кроме того, Шао добавила, что она не вернется в Айову, а поедет в Миннесоту к друзьям, что тоже было довольно странно, поскольку никто не знал, что у девушки есть друзья в Миннесоте. Хотя она очень хорошо вписалась в коллектив, у нее было много друзей, и она много с кем общалась, у нее не было друзей за пределами Айовы. Шао практически не выезжала за пределы штата, и ее подруге показалось очень странным, что она захотела совершить самостоятельное путешествие на автомобиле в Миннесоту. В первые дни после получения этих сообщений подруга Шао сообщила всем остальным, что девушка уехала в Миннесоту, а также рассказала об этом ее соседям по комнате. По мере того, как шли дни, от Шао не было никаких вестей, все начали сильно беспокоиться.
Тогда друзья девушки решили проверить ее геолокацию в Blink. Это приложение от создателей Zenly, в котором можно посмотреть не только местоположение друга, но и проверить, какой у него заряд телефона, а также сколько шагов он прошел. Однако ее геолокация отсутствовала в приложении, что показалось друзьям Шао очень странным. И поэтому 16 сентября, почти через 10 дней после последнего сообщения девушки, они заявили о ее исчезновении властям Айовы. По словам сотрудников полиции, когда друзья заявили о пропаже Шао, они подумали, что это просто очередной случай исчезновения молодой иностранной студентки, уехавшей на несколько дней на вечеринку для знакомства со страной, с парнем или что-то еще, и не придали этому особого значения. Но когда офицеры начали отслеживать перемещение Шао, а также ее парня Ли, они забеспокоились. Стало известно, что Ли купил билет в Китай. И это было очень странно, поскольку дата вылета была указана через день после того, как Шао написала своей лучшей подруге, что собирается в Миннесоту. Именно тогда и возникло предположение, что этому парню и есть что скрывать. Стоит отметить, что в этом деле есть кое-что, что впоследствии стало очень важным. Китай не имеет договора об экстрадиции с Соединенными Штатами. То есть они не выдают человека, не доставляют его в страну, которая требует, чтобы его судили, а судят его сами в Китае. Таким образом, офицеры действительно пришли к мысли, что Ли убил Шао и разработал стратегию, чтобы обойти правосудие и не попасть в тюрьму, поскольку они никогда не найдут его в Китае или он получит меньший срок. Но до сих пор это было лишь предположение, не было никаких доказательств, которые могли бы свидетельствовать о том, что именно это произошло. Не было даже ни одной улики, которая могла бы дать полиции хоть какое-то представление о том, что Шао находится в опасности. Шли дни, фотографию девушки размещали в некоторых социальных сетях, в газетах и СМИ, надеясь, что у кого-то появится какая-нибудь информация, но никто ничего толком не знал. Не было ничего, кроме сообщений, которые она написала друзьям, и кроме администратора гостиницы, который пришел в полицию с заявлением и рассказал все, что мы уже знаем. Только через несколько дней, 26 сентября, машина Шао была найдена на парковке. Машина стояла там уже много дней, но поскольку это была не очень роскошная и не очень большая машина, она осталась незамеченной. До тех пор, пока от нее не стал исходить запах, довольно сильный запах. Именно тогда люди вызвали полицию, и по номерному знаку офицеры смогли подтвердить, что это машина Шао. Когда они открыли багажник, то увидели ужасную картину. В багажнике лежал чемодан, а в нем тело, которое после опознания оказалось телом Шао Тун. У нее было несколько синяков на разных частях тела. Кроме того, как я уже говорил, она была уложена в чемодан. Тот самый чемодан, который она взяла с собой на выходные к своему парню. Вскрытие подтвердило, что Шао получила несколько ударов по голове и лицу, но умерла от удушения. В багажнике машины также было найдено полотенце с логотипом гостиницы, в которой молодые люди останавливались в последние выходные, когда их видели. Все это позволило полиции получить ордер на обыск гостиницы. Стоит отметить, что с тех пор, как пара остановилась в этой гостинице, прошло уже более 20 дней, и через этот номер прошло много людей и в нем неоднократно убирались. Так что офицеры думали, что не найдут ничего, что могло бы им помочь. Но нужно помнить, что такие гостиницы называют транзитными. В них останавливаются люди, которые собираются переночевать только несколько ночей, поэтому их не убирают так тщательно, как обычно убирают в других гостиницах. За изголовьем кровати офицеры нашли много вещей, которые помогли им в расследовании. Там не убирали уже долгое время, да и само изголовье не было очищено должным образом. В результате было обнаружено несколько следов, среди которых кровь, семенная жидкость и слюна. Эти следы при лабораторном исследовании дали положительный результат на образцы ДНК Шао и Ли. К этому времени Ли уже должен был многое объяснить полиции. Детективы выяснили, что он действительно уехал в Китай и не возвращался в США. То есть он мог находиться где угодно в этой стране, найти его было очень трудно, а доставить в США еще труднее. Но полиция не сдавалась и продолжала искать способ привлечь его к ответственности. Офицеры США обратились за помощью к китайской полиции, но в тот момент они попросили предоставить еще больше доказательств того, что Ли может быть связан с убийством.
Они хотели получить доказательства, потому что для них тот факт, что его жидкости были в гостиничном номере, не был надежным доказательством того, что этот парень лишил жизни свою девушку, потому что жидкости не обязательно должны были быть получены в результате насильственного нападения. Тогда полиция пересмотрела последнее местонахождение мобильного телефона Ли, когда он был в США. Таким образом, офицеры установили, что 7 сентября он находился недалеко от некоторых рек. Для полиции это свидетельствовало о том, что он хотел избавиться от тела Шао. Именно поэтому он положил его в чемодан, и именно поэтому проходил рядом с этими реками. Но это были не очень глубокие реки, и он не нашел места, где было бы достаточно глубоко, чтобы бросить чемодан и чтобы его никто не нашел. Также против Ли свидетельствовали его собственные друзья. Его подруга рассказала, что до исчезновения Шао Ли вел себя очень странно и сильно нервничал. Также девушка сказала, что он спросил ее, знает ли она, через сколько дней начинают искать пропавшего человека. Вопрос показался ей странным, поскольку в то время они не говорили об этом, не знали никого, кто пропал, и она не понимала, почему ее друг интересуется всем этим. Кроме того, на компьютере Ли, который он оставил в общежитии, где жил, была обнаружена история поиска информации о том, как можно избавиться от человека, как можно исчезнуть, а также он искал договор об экстрадиции между Китаем и США и многое другое, что уже казалось достаточно убедительным доказательством. Со всем этим полиция США вновь обратилась в китайские правоохранительные органы. Поскольку Шао также являлась гражданкой Китая, они приняли решение выдать ордер на арест Ли. Он был схвачен в октябре 2016 года и заключен в тюрьму в Китае. После этого полиция Айовы направила в Китай следователя и нескольких полицейских с имеющимися у них уликами, а также для того, чтобы они помогли следователям в этой стране собрать все материалы дела против Ли. Следователи из Айовы привезли все доказательства. Расшифрованные видеозаписи свидетельских показаний, образцы, найденные в машине, и кроме того, все это дополнили фотографиями. Все это помогло китайской полиции выстроить дело против молодого человека. Следует отметить, что родители Шао в то время требовали для Ли смертной казни. Психологический портрет Ли показал, что он импульсивный и очень агрессивный. А подруга парня также сообщила, что он говорил ей, что больше всего он боится, что Шао встретит кого-то другого и бросит его, что он якобы спланировал всю свою жизнь с ней. Девушка тогда сказала ему, что он очень навязчив, что они очень молоды и, возможно, они могли бы встретить других людей. Но Ли, похоже, был слишком одержим идеей создать семью с Шао, быть с ней все время и только с ней. Он даже признался своему другу, что не хочет, чтобы Шао находилась рядом с ее однокурсниками или китайскими парнями, с которыми она познакомилась в кампусе. После того, как все улики и показания, собранные в США, были обнародованы, Ли начал излагать свою версию событий. Он заявил, что ничего не планировал, хотя, как мы уже знаем, он спрашивал об исчезновении своих друзей за несколько дней до случившегося. А также из истории его компьютера следует, что это были поиски не за день до их поездки в гостиницу, или когда они были в гостинице, а за несколько недель до этого. Власти считают, что все это было спланировано, что он привез Шао в ту гостиницу в выходные, чтобы лишить ее жизни, потому что чувствовал, что она уйдет от него к другому и не хотел, чтобы она была с кем-то еще. В 2016 году в марте Ли признал себя виновным, а в августе получил приговор. Как известно, семья Шао просила для него смертной казни, но он получил пожизненное заключение. Когда Шао Тун в 2012 году в возрасте 18 лет уехала от родителей, оставила друзей и все, что было в Китае, чтобы переехать в США, она думала о новой жизни, полной мечтаний, иллюзий, целей и проектов. Она уехала с парнем, которого в тот момент любила и с которым хотела провести всю свою жизнь. Шао никогда не думала, что едет рядом с человеком, который через 2 года станет ее убийцей. Ничего этого она не предполагала, когда покидала свою страну, и все ее мечты и иллюзии оборвались в сентябре 2014 года от рук человека, которому она доверяла. Что вы думаете об этой истории? Пишите ваше мнение в комментариях, а также подписывайтесь на мой YouTube канал и на мой Boosty.
Там я выкладываю очень много интересного контента, и причем совместно с YouTube каналом Леди в Черном. Если вы подпишетесь на Boosty, то это будет очень хорошей поддержкой для нас обоих. Спасибо за просмотр. Не прощаемся.